Есть на карте Европы место, где границы это лишь условность, запечатленная в старых договорах, но давно стертая из сердец людей. Здесь, у подножия Альп, раскинулось Швабское море. Местные называют его Бодензи. Это не просто водоем, это живой организм площадью 536 квадратных километров, который питает 3 нации, говорит на 3 диалектах и объединяет Германию, Австрию и Швейцарию в уникальный союз. Знаете ли вы, что Боденское озеро – это единственное место в Европе, где официально не существует четких государственных границ на воде? Юридически это кондоминиум, зона совместного владения. Это символ того, какой может быть Европа, открытой, мирной и невероятно красивой. Сегодня мы совершим кругосветное путешествие по его берегам, заглянем в имперские города и узнаем секрет дружбы 3 соседей. Констанц, там, где история меняла мир. Наше путешествие начинается в Констанце, крупнейшем городе на озере. Если Бодензи – это кольцо, то Констанц – это самый яркий бриллиант. Этот город уникален. Во время Второй мировой войны он уцелел лишь потому, что ночью здесь не выключали свет. Союзная авиация принимала его за соседний швейцарский Кронсинген, а Швейцарию бомбить было нельзя. Так огни соседа спасли историю города. Но главная гордость города – Константский собор, здание консилиума. В 15 веке здесь решалась судьба всей католической церкви. 4 года город был центром мира. Здесь выбирали папу римского и, к сожалению, судили Яна Гуса. Сегодня же Констанц – это город студентов и гедонизма. Посмотрите на статую Империя в порту. Это куртизанка держит на ладони крошечные фигуры императора и папы. Ироничный памятник человеческим слабостям и власти, которая здесь, перед лицом вечной воды, кажется такой незначительной. Майнау и Райхнау – сады и молитвы. Всего в нескольких километрах от суеты Констанца лежат 2 острова, 2 полюса человеческого духа. Остров Майнау – это ботанический рай. Благодаря особому микроклимату здесь, в самом центре Европы, растут итальянские цитрусы и средиземноморские пальмы. Это наследие семьи Бернатот, шведских аристократов, которые превратили заброшенный остров в цветущий оазис. А вот соседний остров Райхнау – объект ЮНЕСКО. Его называют колыбелью западной цивилизации. В середине века местные монахи создавали здесь уникальные манускрипты и изучали целебные травы. Сегодня Райнау кормит весь регион овощами, но дух древнего спокойствия по-прежнему разлит в его воздухе. Здесь понимаешь, Боденское озеро всегда было местом, где природа и вера шли рука об руку. Фридрихсхафен. Мечта о небе. Мы движемся на восток, вдоль немецкого берега. Город инженеров и мечтателей. Фридрихсхафен. Если Констанц – это прошлое, то Фридрихсхафен – это триумф человеческой мысли. Именно здесь граф Фердинанд фон Цеплин построил свои первые гигантские воздушные корабли. Город был почти полностью разрушен в годы войны, но восстал из пепла. Сегодня над озером снова парят дирижабли, теперь уже туристические.
Гул их моторов – это пульс города. Фридрихсхафен напоминает нам, Боденское озеро – это не только курорт, это мощный индустриальный центр, где создаются технологии будущего. Линдау – баварская сказка на острове. Прежде чем покинуть Германию, мы обязаны остановиться в Линдау. Это, пожалуй, самый фотогеничный порт Европы. Вход в гавань охраняет баварский лев. Единственный маяк Баварии. Да, у Баварии нет выхода к морю, но есть выход Бодензи. И этого достаточно, чтобы гордо называть его своим. Старый город Линдау расположен на острове. Прогуливаясь по его набережной, вы почувствуете дыхание Италии. Маленькие кафе, росписи на ратуше и бесконечный горизонт. Здесь понимаешь, почему художники и поэты веками стремились сюда за вдохновением. Брегенц. Культура на воде. Несколько минут на катере, и мы в Австрии. Брегенц – город, где горы встречаются с оперой. Каждое лето здесь проходит Брегенский фестиваль. Его сцена – крупнейшая в мире плавучая площадка. Вы только представьте, закат, затихающий плеск волн, и вдруг из воды поднимается декорация высотой 5-этажный дом. Пучини, Верди, Бизе. Их музыка звучит здесь иначе, усиленная акустикой озера. А если подняться в гору Фендер, перед вами откроется все озеро целиком. В ясную погоду отсюда видно 240 альпийских вершин. Австрийский берег короткий, всего 27 километров, но он наполнен такой концентрацией красоты и культуры, что кажется бесконечным. Швейцарский берег – точность и спокойствие. Пересекаем южную границу. Добро пожаловать в Швейцарию. Здесь берег становится более уютным и пасторальным. Швейцарский берег – это цепочка очаровательных городков. Рошарх, Арбон, Рамарцхорн. Здесь жизнь течет размеренно. Велосипедисты проносятся мимо яблоневых садов, а поезда ходят с точностью атомных часов. В нескольких километрах от берега лежит Сан-Гален. Его монастырская библиотека – одна из старейших и красивейших в мире. Здесь хранятся манускрипты, которым больше 1000 лет. Это интеллектуальное сердце региона. Швейцария привносит в союз Бодензи стабильность и бережное отношение к традициям. Дружба 3 стран – модель будущего. Но в чем же главный секрет Боденского озера? Не в горах и не в архитектуре. Секрет в людях. Здесь существует понятие Ферланген-регион. Регион 4 стран, включая крошечный Лихтенштейн, который находится совсем рядом. Посмотрите на эти белые паромы. Это общая флотилия 3 стран. Они ходят строго по расписанию, соединяя берега. Здесь нет таможен. Вы можете позавтракать в Германии, пообедать в Австрии, а на ужин выпить швейцарского вина, даже не заметив, как пересекли границы. Экология озера – это тоже общий проект. 3 страны вместе следят за чистотой воды. Сегодня Бодензи – это огромный резервуар питьевой воды для 4 миллионов человек. Они поняли, озеро одно на всех, и спасти его можно только вместе. Это и есть настоящая дружба, не в лозунгах, а в чистой воде и прозрачности границ. Озеро Надежды. Наше путешествие подходит к концу. Мы обошли озеро по кругу, но его тайны невозможно исчерпать за один раз.
Пудэнзи учит нас важному уроку. Оно показывает, что разные культуры, разные политические системы и разные диалекты могут не только сосуществовать, а процветать, дополняя друг друга. Когда солнце садится за горизонт, окрашивая Альпы в розовый цвет, становится неважно, на каком языке ты говоришь – Guten Abend или швейцарский Grüezi. Важно лишь то, что мы стоим на одном берегу. Боденское озеро – это море мира, море дружбы, море, у которого нет границ, а есть только берега, которые всегда ждут гостей. Приезжайте сюда, чтобы увидеть, чтобы почувствовать, чтобы просто подышать этим воздухом свободы.